конце 50-х годов хрущевская оттепель создавала новую атмосферу и новые ожидания. Ослабевал железный занавес. СССР понемногу открывалась миру. Хрущев тогда посетил Соединенные Штаты, а советская аудитория получила доступ к американской литературе и голливудскому кино. Образ американца приобретал в советском сознании человеческое измерение. Советские люди же познакомились с Джоном Кеннеди, Элвисом Пресли, Эрнестом Хемингуэем. Но эти фигуры были далеко. Они хоть и были привлекательными, но все-таки были чужими. Уэйн Клайберн же появился как свой. Он играл русскую музыку, непринужденно исполнял хиты тех дней. Наверное, эта культурная двусоставность и сделала из него символ объединяющей дружественности, символ преодоления политической прагматики силой искусства. Но все опять потеряно. Немногим музыкантам за всю историю исполнительского искусства довелось пережить такой стремительный взлет к вершинам славы, как у Уэйна Клайберна. О нем, когда он был еще совсем молодым, вступающим в жизнь артистом, уже писались книги, его портреты рисовали художники и лепили скульпторы. Его засыпали цветами и оглушали овациями. Он стал любимцем сразу в двух странах – Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки. Прежде всего следует подчеркнуть, что начало биографии Уэйна Клайберна складывалось далеко не так счастливо, как у многих его американских коллег. В то время как наиболее яркие из них к 25 годам были уже знамениты, Клайберн едва удерживался на концертной поверхности. Харви Левин Уэйн Клайберн родился в 1934 году в маленьком городке Шрифпорте, что на юге США в штате Луизиана. Его отец был инженером-нефтяником, поэтому семья часто переезжала с места на место. Детство прошло на крайнем юге страны, в Техасе, куда семья перебралась после его рождения. Уже к 4 годам мальчик, которого сокращенно звали Уэйн, начал демонстрировать музыкальные способности, и на эту одаренность мальчика обратила внимание его мать. Она была пианисткой, училась у Артура Фридкима, выпускника только открывшейся тогда Санкт-Петербургской консерватории, ученика Ференца Листа и Антона Рубинштейна, собственно, основателя консерватории. Однако после замужества она не выступала и посвятила свою жизнь преподаванию музыки. Спустя год он уже умел бегло читать с листа и от ученического репертуара Черни, Клементи перешел к изучению классики. Как раз в это время произошло событие, оставившее неизгладимый след в его памяти. В его родном городке дал один из своих последних в жизни концертов великий Рахманинов. С тех пор он навсегда стал кумиром юного музыканта. Прошло еще несколько лет, и игру мальчика услышал знаменитый испанский дирижер, клавесинист и пианист Хосе Черби. Он одобрил педагогический метод матери и посоветовал подольше не менять учителя. В 13 лет Клайберн стал победителем пианистического конкурса в штате Техас и получил право сыграть в сопровождении Хьюстонского оркестра. Для юного пианиста этот успех был очень важен, поскольку только на сцене он впервые смог осознать себя настоящим музыкантом. Однако мало кто знает, что дальше приступить к учебе молодой человек не смог. 12-летний Уэйн настолько сильно настроился на серьезную карьеру, что занимался по 9 часов подряд и сорвался. Одно упоминание о музыке вызывало у него дикое раздражение. Он впал в депрессию, и было понятно, что на пианизме ставится жирный крест. Клайберн стал ездить с отцом на нефтяные месторождения, чтобы отвлечься, а потом и вовсе стал таксистом. Так бы и ездил, пока не попал в колоссальную аварию. Машина кусками на дороге, Уэйна увезли в больницу с переломами. Только через год врачи разрешили Клайберну продолжить занятия, и он отправился в Нью-Йорк, чтобы поступить в Джульерскую школу музыки. Выбор этого учебного заведения оказался вполне осознанным. Клайберн был принят в класс, которым руководила известная украинская пианистка Розина Левина, выпускница Московской консерватории, которую она закончила практически одновременно с Рахманиновым. When he came to me, he was 17 years old and he was taught by his mother until then. My class was full, but after I heard him, I accepted him immediately.
There is no pianistic difficulty for him, and wasn't even when he came. But what attracted me very much to him was his unique sensitivity in music. And he loves music. Левина не только совершенствовала технику Клайберна, но и расширила его репертуар. Он превратился в пианиста, которому прекрасно удавалось передавать особенности таких разных произведений, как прелюдии и фуги Баха и фортепианные сонаты Прокофьева. Так, после блестящего выступления на конкурсе имени Эдгара Левин-Трита в 1954 году Клайберн получил право выступать с концертом в самом крупном концертном зале Карнеги-Холл. Его концерт прошел с большим успехом и принес пианисту ряд контрактов. Однако после, в течение 3 лет, он никак не мог получить постоянный контракт на выступление. Ни одна концертная фирма больше не предлагала ему контрактов. Казалось, что с карьерой пианиста было покончено. Вдобавок ко всему, внезапно тяжело заболела его мать, и ему пришлось заменить ее, став преподавателем музыкальной школы. Все изменил телефонный звонок Левиной. Она сообщила Клайберну о том, что в Москве решено провести международный конкурс музыкантов, и сказала, что ему стоит туда поехать. Кроме того, она предложила свои услуги по его подготовке. И чтобы получить необходимые для поездки деньги, Левина обратилась в Рокфеллеровский фонд, который и предоставил Клайберну стипендию для поездки в Москву. Конкурс Чайковского 1958 года стал переломным моментом в его биографии. Уже на первых турах конкурса Клайберн имел большой успех, но только после его выступления с концертами Чайковского и Рахманинова на 3-м туре стало ясно, какого огромного масштаба дарования заключено в молодом музыканте. Решение жюри было единодушным. Вену Клайберну было присуждено 1-е место. Конкурс, который должен был стать настоящим парадом советских пианистов и торжества советской фортепианной школы. Но все получилось по-другому. Его игра, да и весь тот конкурс давно обросли таким количеством легенд, что разобраться, что из этого всего было правдой, сейчас уже просто невозможно. Один из мифов звучит так, что после 1-го тура, на котором в зале было человек 5, на 2-й пришла половина Москвы. Или что после исполнения 1-го концерта Чайковского в финале конкурса публика не расходилась всю ночь и на протяжении многих часов аплодировала и скандировала: «Ванюша!». Или еще: советский Минфин бился в истерике. 1-я премия должна была достаться советскому пианисту. А тут американец. Не вручать же ему рубли, а доллары он не сможет вывести. Порядочную по тем временам сумму в $6250. Говорят, что на те деньги Вен Клайберн попросил организовать 2 стипендии в Московской консерватории имени Иосифа Левина и имени Сергея Рахманинова. Уже стала классическая история о том, что после телефонного разговора с Никитой Хрущевым председатель жюри Эмиль Гиллис объявил о победе техасца. Клайберн же, по мифам, в те дни вел себя отменно. Он всем улыбался, играл подмосковные вечера, ездил в музей Чайковского в Клину, где, рассказывают, выкопал куст сирени, потом поливал его в гостинице до окончания конкурса и так с сиренью в обнимку уехал домой, где посадил ее на могиле Рахманинова. Сам Никита Хрущев, встретившись с пианистом после конкурса, заметил, что тот превосходно исполнял фа-минорную фантазию Шопена. Шостакович же ограничился определением «феноменально искусный музыкант». А член жюри Святослав Рихтер молча поставил Вену Клайберну высший балл 25 и нули всем остальным участникам. Эмиль Гиллис в те дни написал о нем так, цитирую: «Вен Клайберн, 23-летний американский пианист, показал себя большим артистом, музыкантом редкого дарования и поистине неограниченных возможностей». Святослав Рихтер – следующее: «Я считаю Вена Клайберна гениально одаренным пианистом. Его победа на таком трудном конкурсе по праву может быть названа блистательной.
А вот что написал пианист и педагог Генрих Густавович Нейгаус. Цитирую. «Итак, наивность покоряет прежде всего сердца миллионов слушателей Уэйна Клайберна. К ней надо прибавить все то, что видно невооруженным глазом. Вернее, слышно невооруженным слухом в его игре. Выразительность, сердечность, грандиозное пианистическое мастерство, предельная мощность, а также мягкость и задушевность звука, способность перевоплощаться, правда, еще не достигшая своего предела, вероятно, по молодости лет. Широкое дыхание, крупный план. Его музицирование не позволяет ему никогда, не в пример многим молодым музыкантам, брать преувеличенно быстрые темпы, загонять произведение. Ясность и пластичность фразы, превосходная полифония, чувство целого, не перечесть всего, что радует в игре Клайберна. Мне представляется, и думаю, что это не только мое личное ощущение, что он самый настоящий, яркий последователь Рахманинова, испытавший с детских лет все очарование и поистине демоническое влияние игры великого пианиста. Культуролог и музыковед Соломон Волков описывает этот момент так. Цитирую. После конкурсного выступления Клайберна российский музыкальный патриарх и друг Льва Толстого Александр Борисович Гальденбезер, пробираясь между рядов к выходу в зале Московской консерватории, вслух объявлял: «Молодой Рахманинов! Молодой Рахманинов!» Как ни странно, но успехом Клайберна радовались и американцы, и русские, пребывавшие в полной уверенности и там, что он наш. Так в Америке после возвращения из Москвы Ванюшу встречали как национального героя. Он проехал по Нью-Йорку в открытом автомобиле, а по сторонам стояли толпы аплодирующих ему людей. День 20 мая в США стали отмечать ежегодно как День музыки, поскольку именно в этот день в Москве в 1958 году Уэйн Клайберн получил золотую медаль, одержав важную победу в холодной войне. New York City adds its own bravo to the worldwide crescendo of applause for Ben Clyburn, the young American who won Moscow's International Tchaikovsky Piano Competition. The 23-year-old Texan, who conquered Russia musically, receives the ticker tape parade up Broadway, a hero's procession rarely if ever accorded any musician. То, что за всю дальнейшую жизнь он не смог даже приблизиться к тому чуду, которое случилось с ним на конкурсе, пианист прекрасно осознавал и говорил, цитирую, «Я, к сожалению, не сумел воплотить в своем творчестве тот дух гениальности, что удалось обрести в далеком 1958 году. Я был гениальным в течение получаса. 30 минут чувствовал нимб вокруг своей головы. Неважно, что я не стал великим мастером, мне хватило одного мига». После конкурса Чайковского его популярность в Советском Союзе была сравнима с той, какой несколько лет спустя страна наделила Юрия Гагарина. Следующие годы после конкурса стали для Уэйна Клайберна цепью непрерывных концертных выступлений. Как заметил еще в 1965 году один из критиков, цитирую, «Уэйн Клайберн стоит перед почти неразрешимой задачей – угнаться за собственной славой. Это борьба с самим собой, и она далеко не всегда оказывается успешной. География его концертных поездок расширялась, а Клайберн жил в беспрерывном напряжении. Вскоре после триумфального возвращения он записал концерт Рахманинова. Эта запись стала первой пластинкой в истории классической музыки, получившей платиновый статус и более 10 лет возглавлявшая список классических бестселлеров. Музыкант много гастролировал. Каждый город Америки. Каждый хотел увидеть молодого техасского парнишку, который показал коммунистам, как нужно играть Чайковского и Рахманинова. Молодой пианист должен был все время подтверждать право на достигнутую им известность. Так его исполнительские возможности искусственно ограничивались. В музыканте боролись два чувства – боязнь потерять свое место в концертном мире и стремление к совершенствованию, связанное с необходимостью постоянных каждодневных занятий. В 60-х годах Клайберн начал осваивать новый репертуар. Он играл и записывал фортепианные концерты Шумана, Грига, Моцарта, Прокофьева, Бетховена,
а также камерные произведения романтиков, в основном Листа, Шопена и Брамса. Критики реагировали на эти исполнения, по большей части, сдержанно. Ощущая симптомы спада своего искусства, Клайберн завершает концертную деятельность. Он возвращается вместе с матерью на постоянное жительство в родной Техас. С 1962 года в американском городе Форт Уэрт проводится международный конкурс пианистов, который стал носить имя Уэна Клайберна. Угроза творческого застоя, перед которой находился Уэн Клайберн, вызывала тревогу у его почитателей. Ее, очевидно, ощущал и сам пианист, который в начале 70-х также значительно сократил число своих концертов и посвятил себя углубленному самосовершенствованию. Он начал усердно заниматься композиторством, обращался к крупным формам, вырабатывал свой индивидуальный стиль. Однако свои законченные фортепианную сонату и другие сочинения он не торопился обнародовать. Клайберн много читал. Среди его книжных пристрастий были Лев Толстой, Достоевский, стихи советских и американских поэтов, книги по истории и философии. Результаты длительной творческой самоизоляции при этом оказались неоднозначными. Внешне жизнь его была лишена драматизма, в ней не было препятствий, преодолений, но не было и разнообразия впечатлений, необходимых художнику. Посещать дом могли тогда только друзья. Не было у Клайберна и семьи, только замкнутость на себе. Все это время он жил в городке Форт Уэрт, неподалеку от Далласа, в своем замке, купленном за $16 миллионов. Тут была коллекция восточных древностей, несколько роялей. Жизнь строилась по принципу «днем спит, ночью начинает работать». Он часто занимался до 5 утра, проснувшись около 1:30 дня. Также Клайберн был баптистом и посещал церковь каждую неделю. В середине 70-х годов умер сначала отец пианиста, а затем его импресарио Сол Юрок. Их смерть сильно повлияла на пианиста. В его игре критики все чаще стали замечать отстраненность. В 1978 году Клайберн, неудовлетворенный очередным выступлением, вновь прекратил концертную деятельность, оставив своих многочисленных поклонников разочарованными. В 1987 году Клайберн ненадолго вернулся к концертной деятельности, но это возвращение стало лишь эпизодом. В целом выступал пианист редко и нерегулярно. Чаще, чем концерты, Клайберн давал приемы у себя дома, где он жил со своей матерью. За год до этого обозреватель International Herald Tribune риторически вопрошал: примирился ли 52-летний Клайберн со своим преждевременным канонизированием? Если вспомнить о продолжительности творческого пути таких пианистов, как Артур Рубинштейн и Владимир Горовиц, у которых тоже случались длительные паузы, то он ведь находится лишь в середине своей карьеры. Что заставило его, самого знаменитого из родившихся в Америке пианистов, сдаться так рано? Усталость от музыки? А может быть, солидный банковский счет действует на него так усыпляюще? Или он внезапно потерял интерес к славе и восторгам публики? Разочаровался в утомительной жизни гастролирующего виртуоза? Или есть какие-то личные причины? Видимо, ответ в комбинации всех этих факторов и еще каких-то других, нам неизвестных. Сам же пианист предпочитал хранить молчание на сей счет. В одном из интервью он признался, что иногда просматривает новые сочинения, которые ему посылают издатели, и постоянно музицирует, держа наготове свой старый репертуар. Таким образом, Клайберн косвенно давал понять, что придет день, когда он вернется на сцену. В последние годы распространились слухи, что Клайберн болен СПИДом, но его представители эти слухи не подтверждали. Еще при жизни музыкант провел благотворительный аукцион, решив расстаться со многими дорогими ему вещами. Так с молотка тогда ушел рояль 1912 года, за которым играла мать пианиста. Они были неразлучны вплоть до ее смерти. Почти $4,5 миллиона были подарены Нью-Йоркской Джульерской школе и Московской консерватории имени Чайковского. Таким было прощальное спасибо двум великим музыкальным школам, открывшим его талант. Российский пианист Александр Гиндин как-то вспоминал:
цитирую. «Не поверите, на днях пересматривал альбом и наткнулся на черно-белую карточку Уэна Клайберна. А снимок этот дала мне моя учительница в школе. У нее, равно как и у всех тогда, было отношение к Клайберну как к своему ребенку, родной плоти и крови. И это благодаря игре, непосредственной и искренней. Не знаю, у кого еще такая искренность была в 20 веке. Клайберн как Гагарин, точнее трудно сказать, комета. Вспоминаю его московский концерт с Ростроповичем. Забавно было, когда Клайберн говорил со сцены Большого зала консерватории речь, а Мстислав Леопольдович ее переводил, хотя его перевод не имел с подлинником ничего общего. Уэн Клайберн ценил дружбу с Галиной Вишневской и Мстиславом Ростроповичем. В последнее время он участвовал во многих их проектах. Вручал премии фонда Ростроповича, уже после смерти знаменитого виолончелиста выступал на фестивале его памяти вместе с Юрием Башметом и Галиной Вишневской. Также проводил мастер-классы в Центре оперного пения Вишневской. Один из последних концертов Клайберн дал в Москве в рамках благотворительной акции памяти жертв Бесланской трагедии. На протяжении своей музыкальной карьеры он неоднократно выступал перед президентами США, также представителями королевских семей и лидерами стран Европы, Азии и Южной Америки. Клайберн – обладатель медали Центра имени Кеннеди, лауреат престижной премии Грэмми, кавалера Ордена Дружбы, полученного им из рук Путина. Также обладатель президентской медали Свободы и национальной медали искусств, которыми его наградил президент США Барак Обама. Заслуги Клайберна были отмечены десятками наград, причем политических среди них было примерно столько же, сколько и музыкальных. Однако главная заслуга пианиста была в том, что он проложил путь к успеху многим исполнителям классической музыки. Ведь его победа на конкурсе Чайковского и стремительный взлет во многом определили нынешний облик музыкальных конкурсов. До Клайберна они, конечно, существовали, но только после него они превратились в индустрию. Благодаря ему победа на престижном конкурсе стала синонимом успеха и гарантированных контрактов со звукозаписывающими лейблами. В 2012 году врачи диагностировали у Уэна Клайберна рак костей. Выдающийся американский пианист скончался в США на 79-м году жизни у себя дома. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!